Итак, 1916 год. Первая мировая война идет уже третий год. Все надежды на то, что она вот-вот закончится, давно растаяли. На фронтах мертвый кровавый тупик. И вот этот год станет по-настоящему поворотным. Это будет время отчаянных попыток прорваться, время гигантских битв, которые изменят саму суть войны. Давайте просто представим ситуацию. Миллионы солдат по всей Европе сидят в окопах. Любая атака — это почти гарантированная смерть под пулеметным огнем и на колючей проволоке. Это и есть позиционный тупик. И главный вопрос, который мучает все генеральные штабы — что делать, как разорвать этот замкнутый круг. В 2016 году было предпринято сразу несколько масштабных попыток найти ответ на этот вопрос. Мы сейчас посмотрим на 4 ключевых сражения, которые, по сути, и определили не только этот год, но и весь дальнейший ход войны. Что поражает в этом году, так это хронология. Битвы просто чудовищного размаха идут одна за другой, часто одновременно. На западе грохочет Верден, а на востоке уже готовится к удару русская армия. Едва начинается битва на Сомме, как в Северном море в бой вступают целые флоты. Огонь охватил, кажется, весь континент. И вот первый ответ на вопрос «что делать?» пришел с Западного фронта. Ответ, надо сказать, очень мрачный. Логика была такая. Если врага нельзя быстро разбить или обойти, значит, его нужно просто перемолоть. Так родилась так называемая стратегия истощения. Что это вообще такое? Ну, по сути, это война на выносливость. Побеждает не тот, кто захватит какой-то город или территорию, а тот, кто сможет дольше терпеть колоссальные потери. Тот, у кого позже закончатся солдаты, снаряды и просто воля к борьбе. Это уже война не столько армии, сколько экономик и целых народов. И вот эта фраза идеально описывает всю суть. Только вдумайтесь. Командование сознательно отказывается от идеи какого-то решительного прорыва. Нет. Цель — создать такую мясорубку, в которую противник будет вынужден бросать все новые и новые подкрепления, а их там будут методично уничтожать. И Верден с Соммой — это, по сути, две стороны одной и той же страшной медали. Немцы начали под Верденом, чтобы выпустить кровь французской армии, как они сами говорили, а союзники в ответ ударили на Сомме, чтобы заставить немцев перебросить войска. Методы были одни и те же — чудовищная артиллерийская подготовка, а потом волны пехоты. Ну и результат, к сожалению, был трагически похож. Почти 1 700 000. Это примерное число общих потерь. Убитыми, ранеными, пропавшими без вести только в этих двух битвах при Вердене и на Сомме. Вот такова была цена стратегии истощения. Цена, которая потрясла все воюющие страны до самого основания. Но вот пока на Западе армии буквально перемалывали друг друга, на Восточном фронте пытались найти совершенно другой путь. Вместо того, чтобы проламывать стену лбом в одной точке, там родилась идея тактического прорыва. И этот подход был, надо сказать, полной противоположностью лобовым атакам Вердена. Его основа — не грубая сила, а внезапность, гибкость и, скажем так, военная хитрость. Так что же предложил генерал Брусилов? Ну, во-первых, отказаться от долгих артподготовок, которые просто кричали врагу «мы скоро будем атаковать здесь». Вместо этого короткие, но очень меткие удары по самым важным целям. Во-вторых, атаковать не в одном узком месте, а сразу на нескольких участках широкого фронта, чтобы противник растерялся. И в-третьих, активно использовать специальные штурмовые группы для взламывания обороны. И ведь это сработало. Поначалу успех брусиловского прорыва был просто невероятным. Австро-Венгерский фронт фактически рухнул. Эта операция показала, что даже в позиционной войне тактические новшества и внезапность могут дать потрясающий результат. Другое дело, что развить этот локальный успех в стратегическую победу оказалось невероятно сложно. Ну и третья арена, где все искали ключ к победе, это, конечно, море. И немцы, и британцы верили, что одно единственное генеральное сражение их флотов может решить исход всей войны. Тот, кто победит, будет контролировать все морские пути и сможет просто задушить экономику врага. Ютландское сражение — это такой классический военный парадокс. Вот смотрите, чисто по цифрам немцы вроде бы победили. Они потопили больше британских кораблей и потеряли меньше своих. Тактическая победа? Наверное. А что в итоге, стратегически? А в итоге немецкий флот ушел на свои базы и больше уже не рисковал вступать в открытый бой. А британская блокада, которая душила Германию, как действовала, так и продолжила действовать.
Получается, что крупнейшее морское сражение за всю войну по большому счету ничего не решило. Стратегический расклад сил на море не изменился. В общем, как и на суше, тупик на море никуда не делся. Так что же мы имеем в конце этого ужасного года? В гигантских масштабах были опробованы 3 совершенно разных способа победить. Давайте попробуем собрать все воедино и понять, какие уроки из всего этого были извлечены. А уроки были очень жестокими. Стратегия истощения на Западе обернулась бессмысленной бойней и миллионами жертв. Блестящая тактика Брусилова на Востоке показала, что прорыв возможен, но не дала ответа, как превратить его в окончательную победу. Ну а решающая битва на море оказалась совсем не решающей. Стало абсолютно ясно, война нового индустриального типа не решается старыми методами. И вот это, наверное, главный вывод 1916 года. Война окончательно стала тотальной. Это больше не было противостояние только армии на фронте. Это стала война целых наций, война экономик, война промышленных мощностей. Победить в ней должен был тот, кто сможет дольше производить снаряды, дольше кормить своих солдат и дольше поддерживать боевой дух во всем обществе. И в конце остается один, наверное, самый мучительный вопрос. Если учесть технологии того времени, пулеметы, артиллерию, колючую проволоку, была ли вообще какая-то альтернатива этой кровавой бойне Вердена и Соммы? Или в той индустриальной войне стратегия истощения была просто трагической неизбежностью? Этот вопрос до сих пор вызывает ожесточенные споры среди историков.